Привет, друзья! В этом видео я хотел бы показать, как отфуговать широкие доски в размер без вот такого станка. На этом станке отфуговать широкие доски не получится, потому что ширина фугования всего 150 миллиметров. Я сейчас вам покажу, как это сделать с помощью ресмусовального станка. Так, сразу, ребят, комментарии. С таким станкопарком туда-сюда и так далее, все я понимаю, но если кто увлекается столяркой хоббийной, для того в любом случае понадобится вот такой вот станок. Не обязательно там DeWalt, любой другой подойдет. То есть ресмусовальный станок понадобится. Сейчас я покажу, как обходиться только с помощью него, не покупая фуговальный станок в ряде случаев. Поехали. Вот у меня две доски, кривые, вообще жесть. Для начала нужно очистить их от грязи. После того, как мы очистили их от грязи, нам необходимо будет найти какую-нибудь плоскость, на которую мы эти доски могли бы приклеить или прикрепить. Прикреплять можно по-разному, то есть я буду использовать термоклей. И в качестве основы базовой плоскости я буду использовать, как это парадоксально бы не звучало, отфугованную доску. Другую. У меня вот просто есть доска, сейчас покажу. Отфугованная доска у меня одна есть. И с помощью нее я сделаю вот эти две доски параллельные. Потому что мне для следующего проекта нужна была доска ровная. Ну, в смысле, не обрезная доска, но плоскости, чтобы были выведены. Можно использовать фанеру ровную, МДФ, да что угодно. Достаточно плотный материал, прочный, толстый, чтобы его не вело, когда это все будет хозяйство проходить через ресмусовальный станок. Теперь крепим. Вот, базовая плоскость ровная, вы видите. Все отлично. Берем теперь вот эту досочку. На нее выставляем. Смотрим, где она у нас играет. Играет она у нас везде. Видите? Сейчас необходимо на термоклей ее посадить. Теперь с другой стороны аккуратненько, чуть-чуть приподнимем. Значит так, ребят, мы получили базовую плоскость. Отлично, по всей ширине доски она получилась. Поэтому сейчас что делаем? Отдираем эту доску. Ух ты, как хорошо-то приклеилась. Сейчас отдерем. Если кого смущает, что термоклей не выдержит, я тут с помощью гвоздодера кое-как отодрал.
с этой доски нужно излишки термоклея сейчас убрать. Получив базовую поверхность, вот она, мы прогоняем и выравниваем теперь уже вот эту сторону, обратную. Вот, ребята, получился вот такой результат. Вот обратите внимание, я положил на чугунную поверхность доску. Вот. Очень хороший результат. То есть я всем рекомендую использовать это. Если нужна доска вот широкая. Значит, в любом случае здесь сохраняется внутреннее напряжение. То есть есть вероятность, что ее будет гнуть, эту доску. Но для моего следующего проекта она вот как раз подходящая. Значит, вот две доски у меня получилось. Вот, отлично. Ровненькие, аккуратненькие. Так что, ребят, пользуйтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, какие вы способы используете для выравнивания досок. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока.